Бах! Вау. Неожиданная для нас локация – это Строгино. Здесь вот озеро было, оно замерзло. И Но оно мы еще будет. сегодня будем здесь катосить на кайтах. Будет очень круто. Сейчас 15 минут кайфа. Вы с нами, мы с вами. Тут снег, там лед. И здесь холодно. Go. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Fumble a bag, now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. Так, значит, смотрите, Олежка, знакомьтесь, это наш коуч сегодня. Сказать про Олегу могу вот что. Олег профи, и он катается на всем, что имеет плоскую форму и умеет катиться. Покажи Олегу доску, и он обязательно поедет на ней. Ну реально, фойлы, серфы, кайтсерфы, лонгборды, скейтборды, сноуборды, еще какие-нибудь борды. Дай ему дверь, и он на ней поедет. Короче, парень очень матерый и очень добрый. Мастерски для вас подберет в Москве любой экип для покатушек. Ну а в целом очень хороший человек и мой давнишний товарищ. Знакомьтесь. Он сегодня нам покажет, как управлять воздушным змеем. Что, Олег, какие у нас сегодня перспективы? Ну, как минимум поднять это все и катнуть. Всем? Я могу просто подержать, да, наверное? Я же ни разу никогда не пробовал. Слушай, по-моему, ты боишься? Ну, чуть-чуть, как всегда. Нормально. Как и на Так, фойле. самый главный вопрос. Здесь озеро, там вода, и сегодня... Есть вариант провалиться? Да. Нет. Промокнуть можем, провалиться прям так не Я получится. устрою все, что захотите. Все, понятно. Любые короче, развлечения зимой на воде в Строгино, Олег. Вообще кайт — это такая тема, которая, как мне кажется, была придумана точно не для таких климатических условий. Мы, ребята, северные. Мы сегодня попробуем покатать по снегу. Покажет нам, да и, в общем-то, расскажет нам Олежа сейчас все про кайт. Уверен, будет очень интересно, очень поучительно, как обычно на наших телепередачах. Ребята, основной принцип кайта – это кайфовать. Ага. Классно. Да? Как со шлюхами, короче. В общем, смысл в чем? У нас есть, как бы, многие называют это парашютом, на самом деле это воздушный змей. Под каждый прогноз, под каждый ветер выбирается определенный размер кайта. Короче, пойдем покатаемся. Нихуя непонятно, но очень интересно. Классно объяснил вообще. Ну, как вы уже поняли, объяснять вам, что такое кайт и как это вообще устроено, придется мне. Ну, в общем, слушайте. Кайтсерфинг – это такая разновидность парусного спорта. Если очень просто, вы стоите на доске, и к вам силовыми стропами привязан здоровый воздушный змей, он же кайт, который тащит вас по ветру. Этим змеем можно управлять при помощи строп управления. Эти стропы протянуты от кайта к планке, которую вы держите в своих руках. Если вы натягиваете планку на себя, то меняется угол атаки кайта и происходит увеличение тяги. Таким образом, вы дубасите на доске по скользкой поверхности. Отпустили планку от себя, остановились. Важное замечание. Сам кайт, как и любой парус, устроен таким образом, что вы можете двигаться только перпендикулярно ветру, который обычно направлен в сторону берега. Поэтому все кайтеры обычно и катаются туда-сюда вдоль берега. Честно признаюсь, на самом деле, конечно, все гораздо сложнее. Но для начала нам хватит и этого. У меня опыт в кайтах не очень большой, но я все равно попробую поделиться с вами, друзья. Расскажу, что это такое. И в сегодняшнем выпуске мы постараемся сделать следующий эксперимент. Дима, мой товарищ, который попробует сегодня встать и проехать на кайте за один день. На самом деле это достаточно сложное занятие. Мне кажется, это даже сложнее, чем прыгнуть с парашюта. Но у нас есть хороший тренер, он нам все покажет, расскажет, а я сейчас покажу вообще, что это такое. Начнем вот с такого вот мешочка. Это мешок называется гольфбэг. Гольфбэги проводятся на многих авиакомпаниях бесплатно. Поэтому даже когда ты везешь снарягу кайтовую или парашютную снарягу или какую-то любую другую, мы используем гольфбэг. На закате нашей карьеры пойдем будем с клюшкой махать. Землю. Ну давай, что там внутри вообще? Смотри, Значит, открываем гольфбэг. Что классический кайтер возит с собой из Москвы в Африку или куда-нибудь там еще, куда он едет покайтить? Что вот у него там с Да. собой? Первое, это у нас здесь планочка. Это планка со стропами. И здесь вот прибор, который подключается к трапеции. Трапеция — это вот такая штука. Одевается она как такой пояс боксера-чемпиона. Вот здесь вот все застегивается. Застегиваемся, вот здесь вот затягиваем. И вот эта штука потом
идет вот сюда вот. Вот таким образом здесь будут идти стропы. Там наш воздушный змей, который первое время будет пытаться вас убить. Основной снаряд, вот он кайт, внешне похож на парашют или парус, это крыло, который по сути летит и создает тягу. Значит, они бывают разных размеров. Сильный ветер кайт меньше, слабый ветер кайт больше. Так, ну это спасательный жилетик. Вот на воде вас может куда-то унести. Всем рекомендую без жилета не выходить на глубокую воду. Вот это очень нужная вещь, как, в общем, и многие вещи в этой сумочке, но в ней вам будет просто тепло, потому что если вы выходите на воду и вода свежая и бодрящая, то я рекомендую использовать вот такой гидрик. Да, это называется пончо. Когда выходишь из воды, ты залазишь в него. Слушай, а он такой классный, это халат. Ну, наверное, да, наверное, кататься в нем не очень будет, да, но постоять и поддержать просто кайт как инструктор, то нормально, я думаю. Дощечка. Охереть. Вот такая дощечка, на которой, Дима, на которую ты сегодня встанешь. Это вот паца, в которую засовываешь копытца свои. А есть у нее вообще типа разница перед, зад? Смотри, эта доска называется твин-тип, то есть она в любую сторону ездит. Вот у меня здесь есть еще одна дощечка, они Такая тоже, же. Да, ну она одинаковые. почти такая, но они отличаются по размерам. Помимо этого, мы еще с собой таскаем крема, не чтобы выглядеть красиво, А, не для этого. а просто чтобы не сгореть. Вот есть, например, обычный крем от солнца, там 50-ка или 100-ка, вот можете его даже не использовать, потому что все равно в воде это все смывается. А мы используем цинк. Намазывается тебе на харю, не смывается вообще, ее нужно потом соскабливать. Ну, это боевой раскрас ниндзя. Да, вот таким образом можно разукраситься там в цвета. Цвет любимой страны. Флаг. Я люблю свою страну. Ну чё, я не знаю, ребят, мне лично все понятно. Андрей Вячеславович отлично объяснил. Мне кажется, я сейчас могу даже сам, ну, по крайней мере, я все понял, как работает, как застегивается. Ну чё, Тогда мы сейчас накачиваем кайт и время идем пришло. на воду. Эта локация называется Shark Bay. Говорят, что очень неплохое место для бигинеров. Я тоже не могу сказать, что я профессионал. Здесь в самом начале лужи, поэтому будет по колено. Попробуем сначала, во-первых, встать на кайт. Собственно, встать на доску, поднять кайт и попробовать проехать галс. На сегодняшний день это задача. Одного дня, конечно, недостаточно, но мы экспериментируем. Но мы сегодня попробуем посмотреть, насколько же Дмитрий талантлив во всем. Я думаю, что ты встанешь сегодня на кайт. Дайте мне, Проблем не пожалуйста, будет. крем. Ой, пиздеть, да? О, вот это у меня тема. Подождите, ребят. Помнишь этот фильм «Командос»? Да. Идешь на 3 пальца Да. и вот так вот размазываешь. Да. Вон, реально, как надо сделать. Вот так? Да. Не до хера. Шарк. Сейчас я вашим шарком покажу здесь, блядь. Какой? Шрек, ёпта, Шрек. Бля, Вячеславович пиздец жгет иногда просто. Поэтому мы вместе. Ну, в смысле, не совсем вместе. Ну, типа, Не закапывайся, чувак. уже все закопался, блядь, по полу. Хороший Олег, я не как дурак. Я как дурак? Блядь, я еблан. Окей, ребят, цинк на нас, мы в цинку, как бы это не звучало. Ладно, давай по новой. Ну все, давай по новой. Ну что, теперь Дима точно запомнит на этом споте. Мы идем кататься. Вот смотри, я никогда в жизни не пробовал катать на сноуборде с кайтом. Расскажи, в чем разница? На воде тебе надо, как бы, чтобы тебя вытащило из воды, встать, размахаться, поехать. Если ты поднял кайт, ты уже на поверхности. И у тебя уже как бы тягу создал и поехал. То есть сноу-кайт это легче, чем Да. У тебя сейчас на воде, да? немножко будет сложность сориентироваться. Ну, просто непонятный ветер, новое место. Но в целом, как бы, это проще. И холодно еще. И вот это вот число означает квадратные метры на вот эту площадь. Чем больше размер кайта, тем он более тяговитый при меньшем ветре, соответственно, но более тупой. Вот эти стропы, да, это очень опасная вещь, ребят, потому что в радиусе 25 метров у вас запретная зона, если кайтом управляет Дмитрий Юрьевич.
Вот. Если управляет какая-то малешка, то, в принципе, можно прям под кайт заходить. Смотрите, есть такое заблуждение у некоторых людей, что кайт ты должен держать в руках. На самом деле нет. Кайт пристегивается прям к тебе. То есть есть такой тип, называется трапеция. В простонародье трапа. Короче, вы понимаете, да, что если вдруг как-то сильно понесет, то ты не сможешь просто взять и что-то отпустить, да? Не, ну как бы отпустить ты, конечно, сможешь, но ощущение того, что ты пристегнут вот к этой тряпке, оно дает тебе дополнительные волнения, так скажем. Андрей Вячеславович, скажите, пожалуйста, Можно здесь поссать? вопрос от зрителей. А как понять, что это твой кайт? Если он захочет тебя убить, да, то это твой кайт. Ой, короче, друзья. Так, ну зима это так себе. Сейчас я протру. Ну, вот так вот будет получше. Вот такие дела. Talk your shit on that positive tip. I'll ride with you for sure if apocalypse hit. You're a type who smile inside an abyss. An easy going soldier in a horticulturalist. Ручки-то вспомнили мою бурную молодость. Вот, поэтому, ну ничего, так пару галсов я дал. Хочется, конечно, показать вам прям хороший такой фристайл, но не умею. Какое у тебя впечатление вообще от этой темы? Слушай, ну как и от любой темы, тема требует времени. Стоишь с парусом, который тебя стаскивает. Надо чуть-чуть разобраться с ним, как его удерживать, и можно на нем начать двигаться. Вот я сейчас, кстати, как говорит Олег, и планирую попробовать поехать. Он мне объяснит, как садиться. Ну, короче... Ну, это у нас и цель сегодня, попробовать, да, чтобы ты проехался вообще за несколько часов. Единственный вот минус для меня — это мокро и холодно. Ужасно, ветер в зубах, мокро, холодно, я уже гидрокостюм одел. Ну, а так прикольная тема на самом деле. Знаешь, прикольно, когда ты вот здесь прям живешь, вот в 10 метрах, и у тебя и став есть для занятий, и делать тебе больше нехера. Очень прикольная тема. Когда тебе надо за 3-9 земель, ребят, ехать, я бы подумал, потому что это вот так вот не освоишь. Надо тут пару сезонов провести. Но если выезжать там на недельку, например, то в принципе пару-тройку раз в году, то, наверное, можно уже прокачаться. Ну что, Дим, давай твой выход. Слушай, я так до сих пор не могу понять этот сумасшедший трафик, и люди ездят вот так, ничего не понятно. Короче, я туда, вы со мной. Go. Я оператор. Дай мне с ним еще постоять. В общем, уже в процессе мы поняли, что с нашим челленджем мы, конечно, погорячились. Потому что кайт — это, сложно. Здесь для того, чтобы получить какой-то стартовый результат от покатушек, нужно потратить, наверное, минимум неделю. Поэтому энтузиазм в глазах Димы гас, и мы решили больше его не мучить, дабы не уничтожать в нем желание продолжать. Все хорошо, на доске я ехать не захотел, не хватает теории. Если честно, по чесноку вообще не мой спорт. Ну, все пошли, и я пошел. А я вот реально стоял с этим парусом, он меня заебал раз, трафик этот ебучий меня вообще просто бесит, 2, блядь. Вообще все этот ветер, вот эта вся хуйня меня просто уже раздражает, 3.
Я этим заниматься 100% никогда не буду. Ну, не моя тема, а что скрывать? Вот зачем сейчас врать, говорить, что ой, да я там уже его держу наверху, да я его там поднимать научился, да и похуй. Мы просто погорячились, братан. Да? Ну, за пару-тройку часов мало у кого, наверное, получится. Я таких людей не встречал. Вот, как только ты будешь понимать, как это все работает, как только ты поедешь, ты реально кайфанешь, 100%. Просто нужно будет пройти через вот эти вот мучения, если Мне ты нужно, реально наверное, хочешь. подольше в теории посидеть, потому что я не понимаю, как должен стоять кайт. Давай, знаешь, как сделаем? Как-нибудь мы соберемся и рванем на кайт-сафари, проведем там недельку, ты уж там точно встанешь на кайт. Потому что вариантов больше нету. Ну, будем в море, Никуда на не съебаться. лодке. Да, делать там будет нехер, только вкатывать. За пару-тройку дней, я думаю, встанешь, еще пару-тройку дней покатаешься, кайфанешь. Поэтому в следующий раз мы увидимся на кайт-сафари. Я буду прыгать пьяный с яхты сальтуху назад. Короче, мы переходим, куда бы мы сейчас не перешли, где бы вы ни оказались, просто всегда оставайтесь с нами. Конечно, мы могли потратить еще один день, а потом еще один день. Но вы видели, Диман психанул, сгорел и устал. И вот что мы решили. Совсем скоро мы соберемся на кайт-сафари и снимем про это один большой и охрененный выпуск. Там-то мы и заставим его полюбить этот вид спорта. Ну а если вам зашел этот видос, вы знаете, как нас поддержать. Всех обнял, скоро увидимся. The bar raising, we keep moving it up. Ain't no surprises here, they knew it was us. Apologies if I was doing too much, but I always came through in the clutch.